Так, всем привет! Сегодняшнее видео будет посвящено изготовлению токарного резца, державки под сменные пластины. Я уже давненько в интернете слышу такие возгласы, что весь мир уже давно перешел на сменные пластины, что резцы это прошлый век, ну, как, напайные пластины, короче. Вот, ну и решил попробовать. Но так как эти резцы с державками полностью, они стоят даже у китайцев, скажем так, ни копейки, я решил сначала купить пластины, попробовать изготовить державку, посмотреть, как это будет работать, а дальше уже думать. Ну и сейчас я вам покажу, что у меня получилось. То есть я купил пластины на Директлоте, в прошлом видео я рассказывал о них. Пластины твердосплавные, КНТ-16. У них размер 16 на 16 мм, толщина 5 мм, внутренний 6,3 мм. Если кому интересно, в прошлом видео, в описании к видео, я оставил ссылочку на этот лот. Эти пластины, они по 5 рублей, и поэтому, в общем-то, даже если вдруг что не получится, скажем так, если бы не получилось, и не жалко. Куда-нибудь да пригодились бы. Вот. И потом я начал делать державку. Державку я делал с квадратного вала. Опять же, перед этим я на ютубе посмотрел ролики, как делают люди. Один паренек делал державку с сырца. Он себе делал 12 на 12 с прута, по-моему, или не помню, короче, с квадрата. Вот. И он там прокомментировал так, что с сырца она все-таки или гнется у него, я уже не помню, или играет. То есть лучше делать со стали покрепче. Я, правда, не знаю, такие державки из чего делаются. С обычной стали или нет. Ну вот, был у меня квадратный вал. Тут под подшипники вход, но тут уже обрезано. На нем был резиновый такой большой валик. Но я так понимаю, что вал не буду делать с сырца, и поэтому я делал с него. Он у меня 32 мм, 32 на 32. Вот. И с него я уже начал делать вот эту всю штуку. То есть я, получается, взял вот так кусок этого вала. Дальше болгаркой, понятно, что отметил 45 градусов, где срезы у меня будут. Болгаркой пропилил, здесь отрезал болгаркой, потом дальше зажимая в патрон уже, резцом полностью вывел плоскость. Здесь у меня плоскость есть, вот она родная. А эту плоскость я уже вывел. Потом дальше я вывел вот эту плоскость полностью, не вытачивая здесь пока ничего, полностью вывел эту плоскость. И дальше уже протачивал здесь эту выемку так, чтобы пластина ложилась вровень. Хотел судьбу чуть-чуть надурить, но не все просчитал. То есть вот она у меня вровень лежит. Это я хотел сделать для того, чтобы потом никаких пластинок не подкладывать под низ, ничего, чтобы точно вывести его. Но так как на этой пластине нет угла, то есть у нее все углы 90 градусов. Если она будет стоять ровно, я так думаю, что она все равно будет цеплять боком. И я решил сделать эту пластину немножко под наклоном. То есть вот так. Так, вам видно, да, что она, да, видно, что она слегка наклонена. Вот, и еще, так как я тоже не умудрился сделать вот здесь вот, где будет ложиться пластинка, полностью плоскость, болгаркой мне не получилось так сделать, так, чтобы она легла полностью, пластинка по плоскости, и не было, то есть при зажатии не было нигде зазоров. Поэтому я вот здесь, видите, сделал канавку. То есть она у меня ложится, пластинка, полностью здесь по этому краю, ложится по этому краю. И еще упирается сюда, в этот выступ. В 3 точках она у меня получается прижата к державке. Попробовал точить, вроде работает. Больших съемов не получается. Да у меня и так станок самодельный.
больших съемов у меня и не получалось. Ну, по несколько миллиметров за раз снимаю. Так, еще дальше. Так, где болтик? Вот он, болтик. Отверстие я сверлил, не просто приложив пластину, то есть вот так вот и сверлил, а отверстие взял немного ближе к краю, сюда. Я думаю, видно вам. Должно быть видно, что сейчас отверстие у меня не сходится. То есть пластинка выступает сюда дальше. Так, обманул я вас. Отверстие, наоборот, сюда ближе, к тыльной стороне. Чтобы потом при затягивании болтом, когда я затягиваю болтом, сейчас вот она свободна, и то она, сейчас она свободна у меня была, да. Вот. При затягивании болтом, когда затягиваю, получается, что болт выравнивается по-любому, и вот эту часть пластинки он придавливает сюда. Вот и получается, что у меня здесь плотно, здесь она ложится плотно, и здесь плотно, без зазоров. То есть в трех точках она, ну в трех плоскостях, или как сказать. Короче, в середине будет зазор, а везде в остальных местах прилегание плотное. Я думаю, это придает ей жесткости. Вот, отверстие сквозное сделал, резьбу нарезал полностью. Сейчас у меня этот болт доходит до середины. То есть, если вдруг резьба там навернется или что, внутри в державке можно будет взять длиннее болт. Ну, а потом уже можно будет снизу гайкой затягивать. Пластинка не крутится, ее никуда не уводит. Она как становится, так и в работе остается. Вот так. Да, еще ж высоту выводил я. Он же был у меня 32. То есть здесь я снял, выровнял плоскость полностью. И все. А дальше я уже зажал его вверх ногами, вот так, в рецидержку. Выставил центр. Ну, центр у меня распылитель от форсунки. Вот он. Обычно по нему я выставляю резцы. И, короче, вот выставил его. Подвел державку. Вот так. И, ну, короче, в натяг и провел. И он, так как это твердый металл, оставил там метку. Вот. И по эту метку я потом зажал в патрон, и по эту метку резцом снял. Ну, только вот фишка получилась в том, что так как у меня, вот где мой просчет, пластина наклоненная, и поэтому получилось, что на 1 миллиметр, ну это я уже потом рассчитал, высчитал, когда выставлял резец, на 1 миллиметр он у меня ниже стал. Он у меня сейчас 25 миллиметров. То есть после проточки я его померил штангенциркулем, он 25 миллиметров. Получился как заводской. Но надо было делать 26. Тогда не надо было подкладывать пластины. Вот этот наклон я не учел. И сейчас я подкладываю миллиметровую пластину, и тогда становится ровно по центру. Так что если вдруг будете делать, учитывайте мои ошибки. Ну а так державка получилась, ничего себе даже. И по идее получается, что 50 пластин по 5 рублей, 250 рублей. За 250 рублей я купил себе 50 резцов. Посмотрю, как дальше они себя покажут. Потому что я видел в продаже и 3, и 5 граммные. Цена, правда, у всех разная. Но чем покупать, ну это мое мнение личное, не знаю, я еще не пользовался заводскими державками со сменными пластинами. Чем покупать, там отдавать за державку около 1000. И плюс пластины к ним стоят по 90 рублей, по 70, по 100 с чем-то штука. Мне кажется, целесообразнее покупать отдельно пластины из старых советских запасов. У людей их еще много. Делать самим державки и работать. Потому что, ну что в работе здесь изменится уже у меня? Ничего. По идее, как он сейчас есть, он так и должен уже работать. Ну, я им точил уже. Нормально все. И... Короче, пока доволен. Но может доволен до тех пор, пока не попробовал заводскую державку. Не знаю. Так, ну все, кому интересно, я же говорю, в предыдущем видео есть ссылка в описании к видео. Там есть ссылка на фрезы дешевые, вот эти вот.
Вот эти вот фрезы 80 на 1,6, посадочная 22. Я брал по 35 рублей. Там тоже есть ссылочка на этот лот. Так. Ну и все. А сегодня еще встречал пластины напайные тоже по 5, по 7 рублей. Отрезные. Такие разные, квадратные, даже круглые. Короче, еще есть что выбрать в интернете купить. Не то, что в наших магазинах. Втридорого и не все найдешь. А на Директ-лоте попастись можно. Так, ну что, наверное, всем пока. Вроде все, что хотел, рассказал. Да, всем удачи, всем здоровья. Лайкайте, дизлайкайте, комментарии пишите, ругайтесь. Только не матом. И я стараюсь всем отвечать. Ну и подписывайтесь на канал. Спасибо всем за просмотр. Ну а теперь посмотрим в работе, как работает эта пластина.